15 секунд, хорошо. Слушай, что-то я утомилась. Все. Покажи мне зеркало. Что ей надо? Я готова. Добрый вечер. Или день, непонятно. Рада встрече с вами. Хотела бы начать нынешнюю пресс-конференцию с того, что ответить заранее на вопросы о Познере. Было очень много вопросов об этой передаче, как я ее оцениваю. Я ее оцениваю как epic fail. Но я считаю, что у каждого должен быть такой epic fail хоть раз в жизни. Большая часть вины, конечно же, на мне. Я была не вовлечена в разговор. Ну, а тем, кто ждал какой-то задушевной беседы, я хочу сказать, что мне есть где и с кем вести эти задушевные беседы. И это точно не Останкино и не Познер. Конечно, я себя чувствую некомфортно в таких условиях. Много камер, много людей, непривычный свет. Очень недоволен был мой косметолог. Меня продолжили спрашивать о режиссерах, композиторах, художниках, писателях. Я продолжу этот список для того, чтобы уже к нему не возвращаться. Феллини, Альмодовара, Вуди Аллена, Финчера, Бетховен, Вагнер, Рахманинов, ну и Бах, конечно. И все-таки Битлз, Радиохэд и Нирвана, Цой, Гражданская оборона и Таривердиев. Мне очень нравится Бернар Буфе, мне очень нравится Пикассо, мне нравится Гойя, ну и, конечно, Леонардо да Винчи. Я очень люблю Фицджеральда. Мой самый любимый писатель, возможно, из современных, это Филипп Дик, Томас Манн, Бунин. Ну, как-то вот так. Я надеюсь, что я достаточно широко осветила свои вкусовые пристрастия. Следующий вопрос, на который бы я хотела ответить, касается Украины. Украина. Я обещаю, что я приеду к вам с концертом. Я искренне надеюсь, что пик напряженности между нашими странами остался в прошлом. Хочу в это верить. И я приеду. Пожалуйста, дождитесь меня. Ну и дальше я готова отвечать на ваш вопрос. Несмотря на то, что я, в общем-то, успешный человек, успешный в своей профессии, занимаю какое-то место, не последнее, я все равно ощущаю себя маленьким человеком, особенно в нашей стране, когда я сталкиваюсь с всевозможными преградами, все теми же, с которыми сталкиваемся все мы. Да? И я очень сконцентрирована, и скорее больше всего меня заботит качество звука, чтобы музыканты хорошо сыграли, чтобы я хорошо взяла те ноты, которые мне представляются сложными. Никакого волнения. За эти годы оно исчезло, да. Земфира, вы счастливы? Нет, у меня был не лучший год. Я вынуждена одновременно заниматься 3 совершенно разными вещами. Репетировать программу, заниматься промо-компанией и пытаться записать что-то новое. Это 3 абсолютно разные задачи, они требуют разного состояния. Пока, к сожалению, страдает вот именно запись, потому что тур уже объявлен, но я сделаю. 109, по-моему, в итоге песен получилось. И есть у каждой песни место. Это как минимум было любопытно. Да. В первой 20-ке, по-моему, одна, что ли, песня из первого альбома. Я абсолютно не певица одного альбома. С годами ты становишься все-таки к себе более критичным. И, например, в тех же пресловутых первых 2 альбомах есть песни, которые я не могу физически петь. У меня застревают и некоторые обороты речевые в горле. Я не могу их петь, я с ними не согласна, я повзрослела. У меня изменился взгляд на эти вещи. Моя приятельница Рената все время советует мне быть легче, писать с лету. Мне бы хотелось быть такой легкой, но пока не получается. Почему на обложке вашего 2-го альбома «ПМЛ», как сказано по источникам, изображен город Магнитогорск? Да, это Магнитогорск, мне тоже сказали об этом. Насколько я помню, в те годы я совсем не уделяла внимания обложкам. Кто-то принес фотографию, она мне понравилась, она была достаточно атмосферной. Мы ее поместили, вот и все. Мне кажется, мы очень быстро отвечаем, нет? Сейчас я буду говорить медленнее. Что я люблю в своих фанатах? Это странный вопрос.
Я, в принципе, люблю свою публику. Мне сложно сказать, они очень разные все. Что бы вы посоветовали бы себе 18-летней? Не кури, Земфира, не кури, Земфира. Если бы можно было нарисовать картину музыкой, о чем бы была ваша картина и какие бы музыкальные произведения вы бы взяли для воплощения той или иной краски на холсте? Нет, к сожалению, для меня это, пожалуй, слишком сложно. Ксюша Кузнецова немножко философствует. Что выберете из двух вариантов? Человек вас любит, вы позволяете любить. Второй вариант – вы любите, человек позволяет себя любить. Спасибо за все. Вы считаете это философией? Нет, мне кажется, это очень житейский, правда, неинтересный вопрос. Я на них отвечаю уже лет 15. Кому как повезет. Я никогда не говорила, что никогда не ориентируюсь на и всегда я делаю что-то специально. Против нет. Просто при принятии решений я руководствуюсь исключительно своими соображениями. Не ориентируюсь на общественное мнение. Это так. Возникали ли у меня из этого конфликты? Ну, конечно, возникали. Как я выходила из этих ситуаций? Да ну никак. Ну, пережидаешь, все успокоятся, ничего страшного. Все-таки сложно отогнать мысль о том, что все заканчивается. Не будет ли этот тур последним, и есть ли еще желание, силы в будущем дарить концерты и те незабываемые эмоции? Слушайте, Кирилл, гоните эти мысли. Почему вы мне об этом говорите? Немножко неприятно, что вы мне это говорите, Кирилл. Зачем? Вы любите овечье молоко и вязаные вещи? Жалко. Я вообще не употребляю молочные продукты и вам не советую. Это очень вредно. А вязаные вещи, ну да, люблю зимой. Я буду очень стараться перед туром выпустить сингл. Мне самой было бы... Ну, мне самой этого очень хотелось. Хотя бы одну новую песню исполнять в туре. Хотелось бы вам попробовать пожить один день жизнью человека, чье имя не засвечено. Что бы вы сделали первым делом? Я живу как человек, чье имя не засвечено. Все к вам лезут. Как защищаете личные границы и реагируете на навязчивых людей, рвущихся к вам в друзья или просто пристающих где-либо на улице после концерта? Ну, реагирую не очень. Ну, то есть я, правда, это очень не люблю. Если это происходит на улице, я просто ускоряю шаг. Если это происходит возле подъезда, то, в общем, то же самое. Я в принципе, ускоряюсь, пытаюсь убежать. Да. Мне всегда казалось, что песня «Гора» о перевале Дятлова. Так ли это на самом деле? О, Господи. Какая тайна за этой песней? Нет, это не о перевале Дятлова, честное слово. Земфира, не кажется ли вам, что поклонники вас чересчур романтизируют и считают сверхчеловеком? Я к этому привыкла. Восторг это никогда не вызывало. Да, у меня был период, когда это раздражало. А сейчас я к этому отношусь спокойно. Потому что все очень разные. Кому-то 15 лет, кому-то 40. Ну, это абсолютно их дело, как относиться. Я тоже отношусь по-разному к очень разным людям. Нет, я спокойна. Аня Окунева спрашивает. О, Господи. Ну вот тут вот, да, вот, Аня, я передаю вам большой привет, но правда, что такое дружба, чему хотелось бы научиться в новом году, это, ну, правда, что такое дружба? Анна, подойдите к маме и спросите, она должна вам объяснить, что такое дружба. Нет, я не стеснительная и не застенчива, разве что у Познера. А потом, почему все считают, что музыкант должен быть постоянно несчастным? Почему нам отказывают в счастье, в праве быть счастливым? И почему обязательно счастье, покой, комфорт, способность острых чувств преобразовывать эти страдания в шедевры? Но ведь не всегда получается шедевр. Ты можешь создать один или два шедевра в свою жизнь, но это же не значит, что ради этого одного или двух шедевров ты должен всю жизнь быть несчастным. Это несправедливая, мне кажется, цена. В том, что вы делаете, каков процент выверенного точного мастерства, а каков неизмеряемого алгеброй искусства?
Ну, в этом вопросе очень много алгебры. Мне сложно ответить так сразу. Не знаю, не знаю. А у нас еще нет, там полчаса не прошло. А мы- Спина болит. Я думаю, что мы можем сделать короткий перерыв на 2 минуты. Мне безумно интересно. Интересно. Мы продолжаем онлайн-видеочат с певицей Земфира из офиса ВКонтакте. Делали небольшой перерыв, но прямо сейчас готовы приступить к следующим вопросам. Часто ли вы помогали товарищам в ущерб себе? Мне кажется, постоянно. И продолжаю это делать. Что бы вы хотели такого сделать, чего еще никогда не делали, или в чем себе, быть может, отказывали? Спрашивает Юлия Таюрская. Ну, Юля, мне кажется, я сделала лишнего. Господи. Я бегаю и на улице, и в зале. Но в нашей стране особенно не побегаешь по улице. Очень короткий период можно бегать. Мне нравится бег. Меня раздражало, когда мне приходилось подстраиваться под графики музыкантов. Ну, я всегда стремилась к тому, чтобы обеспечить им наилучшие условия. И финансовые, и какие-то моральные, для того, чтобы они никуда не уходили от меня. В современной русской музыке происходит что-нибудь для вас интересное? Если Нет. да, то где, как об этом считаете? Я, I'm so sorry, но нет, нет, извините. Но я очень жду. И по большому счету пора бы уже, потому что история циклична. И уже должен быть какой-то всплеск. Другое дело, что сейчас у нас находится на пике жанр хип-хоп, а он мне совсем не близок. И, может быть, мне стоит просто переждать, и появятся исполнители более мелодичных музыкальных жанров, которые я смогу оценить. Кто? Музыкальная пресса. Цифра? 82. Какая? Музыкальная пресса. Пресса? Музыкальная пресса. Я ищу этот вопрос, но его нет. 82-й. Вот, второй пункт. Так, я сейчас к вам подойду. Минуточку. Да. Какой номер? Господи, что за идиотия? Ну какой? Не знаю, интересный, острый, непредвзятый, разнообразный. Ну какой? А есть ли она? Ну, я думаю, точно не меньше уж, чем артистов. Я думаю, мы где-то наравне. Сколько приличных артистов, столько приличных и журналистов. То есть мало. Близится Новый год. Мы хотели бы попросить поздравить всех пользователей ВКонтакте. Мы с закончили, что ли? наступившими праздники. Да, О, мы Господи. прошли по всем остальным вопросам. А я не сказала еще про Учпачмак. Дело в том, что единственная работа, которую мы выпустили, называлась First and Last. Мне кажется, этим все сказано. Склонна думать, что будет какой-то новый проект. Потому что, по-моему, что-то в этом есть. Проект с 3 песнями, с 3 выступлениями и с названием пластинки First and Last. Ну что, я поздравляю вас. Я хочу пожелать всем нам какой-то стабильности, наверное. Прекращение всех войн. Прощай плохой год и здравствуй хороший.